Что будет, если сложить потрепанный сундук и классную идею из интернета? Правильно, новый проект. У меня в студии стоит не очень приглядный сундук с оборудованием. Листая ленту на Pinterest, наткнулась на милое покрывало из маленьких подушечек, и все, звезды сошлись. Сундук и покрывало созданы друг для друга. Подписывайтесь на мой канал, берите иголку с ниткой и будем шить вместе. Для проекта я использовала небольшой, залежавшийся в моих закромах отрез бархата и обрезки розового и белого хлопка. Здесь я демонстрирую дизайн будущего покрывала. Впоследствии я его чуть изменила. Поскольку легких путей я не ищу, хлопок я решила украсить вышивкой. На розовой ткани я вышивала один цветок, а на белой вышила 4 розочки. Расчерчиваю ткань на ровные квадраты, использую смывающийся маркер. Затем все квадратики аккуратно вырезаю. Припуск на шов я заложила в саму выкройку, поэтому вырезаю точно по намеченной линии. В итоге я вырезала 5 розовых, 26 зеленых и 5 белых квадратиков. Сажусь за швейную машинку и аккуратно прострачиваю все будущие подушечки. Не забываю оставлять отверстия для выворачивания. Процесс пошива этого покрывала очень прост. По сути, нужно повторять те же операции много-много раз. У меня на этот плед ушло примерно 3 дня, но эти дни я провела приятно, включила свой любимый сериальчик и под него прекрасно все сшила, набила и соединила. После того, как все детальки сшиты, обрезаю уголки, чтобы при выворачивании там не образовался ненужный объем. Вывернутый угол должен оставаться остреньким, это супер важно. Деталь выворачиваю своим наилюбимейшим, незаменимым медицинским зажимом. Хорошенько разглаживаю края и выпрямляю уголки. Теперь можно переходить к новой детали. Под сериальчик кучка готовых деталек весело растет. Квадратики я хорошенько отпарила утюгом. Взяла кучку объемного синтепона и хорошенько набила подушечки. Набивать старалась плотно, должно не остаться пустот, но старалась, чтобы в подушке не образовался Эверест. Мне хотелось, чтобы они оставались полуплоскими. Пришло время зашить уже ненужное отверстие для выворачивания и набивки. Сшиваю очень тонкой вощеной ниткой потайным швом. Если шовчик остался заметным, ничего страшного, так как подушечки будут плотно прилегать одна к другой, ничего не будет заметно. Так под сериал зашила и набила целую гору подушечек. Здесь я разложила подушечки на сундуке, чтобы лучше представить конечный результат. Если вы также шьете из бархата, следите, чтобы ворсинки шли в одном направлении, иначе подушечки будут казаться в разных оттенках. Ну и наконец-то последний этап. Остается соединить подушечки между собой, и милое покрывало готово. Подушки между собой сшиваю потайным швом. Иглу стараюсь вводить в боковые швы подушки. Таким образом соединяющие стежки не будут заметны. Внимательно слежу, чтобы уголки сшиваемых подушечек точно совпадали, иначе в итоге получится кривое покрывало. Сначала я сшила по 2 подушки, затем соединила их в четверки и наконец из четверок сшила уже целое покрывало. Не буду скрывать, этот процесс был очень трудоемким и не скорым. Настоятельно рекомендую использовать наперсток, так как руки несомненно страдают.
Сшиваю я очень крепкой вощеной ниткой. Одеяло должно стойко вынести трудности жизни и не развалиться на кусочки. Посмотрите, какая красота у меня в итоге получилась. Покрывало вышло не только красивым, но и бонусом еще теплым и очень мягким. Я уже оценила, как приятно на нем поваляться с книжкой и кружечкой кофе. Надеюсь, вам было интересно. До новых встреч!